Всем велолюбителям приветствую вас. Меня зовут Данила. Я тоже велолюбитель с Украины. Сейчас нахожусь не в Украине, но суть не об этом. Да, сломаши, дочь. Да, это моя доченька, Дарюшка. Она будет помогать нам производить обзорчик. Ситуация следующая. В Украине в мае 2022 года я приобрел себе вот такой вот велосипед. Это один из самых дорогих в линейке, Leon TN80. У него была достаточно хорошая комплектация, он в принципе отвечал моим требованиям. У него дисковые тормоза, дисковые гидравлические тормоза и промподшипник, алюминиевая гидроформинговая рама, легкая, нормальная. Что еще я хотел сказать? И колеса на втулочках, втулочки колес на промподшипниках. Очень прикольная вещица. Ну, педали уже левые, это заказывал в Китае. Тоже классные педальки, очень цепкие, как топталочки, мне очень нравятся. Суть в чем? На этом велосипеде я проехал 1100 километров. Ну, это по данным моих спидометров. Плюс у меня там месяц-полтора не было, вообще не было на велосипеде спидометра. Поэтому там плюс-минус 100 километров не считается. В общем, по факту считаем 1100. По украинским дорогам в основном 1000, ну и по немецким дорогам где-то 100 километров. Ну, здесь они шикарные, их даже в учет брать не будем. Суть не в этом. Я столкнулся с такой проблемой. 2 недели назад, сейчас декабрь 2022 года, конец декабря, 29 число, столкнулся с такой проблемой 2 недели назад. Появился какой-то незнакомый мне хруст. Раньше я великом не занимался, поэтому незнакомый. Хруст и как будто прострелы в задней втулке. Начал грешить на цепь. Поменял цепь. Приобрел здесь фирменную цепь шимановскую на 8 передач. По факту поставил, по факту ситуация не изменилась. Появились прострелы. Сразу понял, что у меня подизносилась кассета. Заказал также, Amazon рулит, кассету. Но еще пока не ставил. Смысл в чем? Решил разобраться, в чем причина. Потому что мне показалось 1100 километров это слишком мало для таких запчастей, как Shimano, для кассеты и цепи. Да, понимаю, что это расходник, но по факту 1100 километров это нереально мало. Причем после замены звуки подозрительные прострела не исчезли. Понял, что это сама втулка. После чего вчера уже разобрал велосипед. Начал разбираться с причиной. Втулки на этом велосипеде устанавливаются Шунфэнг. Сейчас покажу. Это дикое название. Вот она. Сейчас, где она тут? Шунфэнг, причем передние и задние. Ну, честно, говеная втулка, говеная система, говеный принцип работы мне не понравился. Очень не понравился. Знал бы, изначально такое не брал. Выбрал бы Shimano XTR. Не XTR, это для шоссейных, а XT. Но это как минимум, не буду углубляться, того чего не было. По факту, столкнулся с проблемой разборки колеса. Заказал на Алике разные виды ключей, плюс головок. Вот, например, одна из них. Вы ее просто задолбетесь искать. Запомните просто ТБ1018. Забиваете и найдете. Также это можно сделать на Амазоне, когда забьете ТБ18. Для разборки мне понравился мой набор ключей. Не реклама, просто рекомендую. Там действительно есть все необходимое. Включая разные головки с шестигранниками, звездочками и так дальше. Здесь достаточно большой диапазон. О, блин, я уже... Ага. Вот и резиночка. Короче, давайте по сути. Чтобы снять кассету с велосипеда, вам понадобится вот такой ключик. Это обычный из китайского магазина, вот такого бренда. Рекомендую, хорошая вещица. Вставляется вот таким образом. Сейчас тут мы подсветочку включим. Вставляется вот таким образом.
Вот. И откручивается по часовой стрелке. Нормальными усилиями. Для того, чтобы кассета будет проворачиваться, для того, чтобы не проворачивалась, я хлыст не стал брать. Просто одел перчатку старую, которая мне нужна, на левую руку. Зажал и скрутил с помощью обычного ключа. Все, вопрос здесь в принципе закрыт. Снимаем комплектующие самой кассеты. Кассету в сторону. Дальше упираемся в вот такой механизм барабана. Чтобы его снять, нужно открутить. Предварительно здесь была еще контргайка. Контргайку. Но это как больше пыльник считается. Дашенька, иди поснимай мне. Вот тут мне нужна вторая ручка. Вот так и бери. Уже съемка идет, зайка. Втулочку снимаем. Вот так вот. Скрутил гаечку. Гаечку покажи. Все. Все, теперь можешь идти. После чего с помощью молотка и доброго слова аккуратно наживи в гайку на резьбу, чтобы не выбил ее. Вот втулочка, как обещались, на промподшипничках. Нормальные промподшипники. Наверное, вас будет интересовать, что это за конкретно за подшипник. Поэтому показываю. 6000. Фокусируюсь, это уже 6000 2РС. СТР. Ну, как-то так. Короче, обычный китайский подшипник. 6000 2РС. Это с этой стороны. Они разные. Со второй стороны у нас подшипник 62 2.0 РС. Он чуть покрупнее. Сейчас мы к нему тоже доберемся. Хруст был в самом барабане. В самом барабане. Сейчас он без смазки и без шариков, потому что я его уже разбирал. Чтобы снять сам барабан, не надо откручивать пока вот эту гаечку. Ну, в принципе, вы ее можете открутить, если хотите разобрать, почистить. Но потом будут сложности со сборкой. Чтобы его снять, внутри вы увидите вот там шестигранничек. Чтобы к нему добраться, мне понадобилась вот эта вот головочка H12. Раз. Вот этот вот переходничок днепроемовский. Сейчас одену. Удлинитель. Одной рукой капец как неудобно. Ну и сам ключ. Трещотка. У меня здесь, по-моему, на 36 зубов или на 32, точно не помню. Вот мы его комплектуем. С вот этой стороны вы к нему никак не подлезете. Он даже не пролазит. То есть логичнее всего извлекать вот этот промподшипник. Чтобы его извлечь, его нужно выпрессовать. Выпрессовать его тоже в принципе легко. Я брал просто подходящего диаметра сверло. Засовывал его в эту сторону. И с помощью молотка и доброй воли, если у вас будет чуть-чуть большего диаметра, видите? Чуть-чуть большего диаметра сверло. Или возможность сточить здесь, чтобы он четко подходил под посадочное гнездо подшипника, точнее под внутреннюю обойму, будет еще лучше. Он у вас выбьется равномерно, без лишних усилий. Нет, я же брал, смещал его в одну или во вторую сторону и выбивал. Вот сам подшипничек. Так делать нельзя, не рекомендую. Ищите возможности, чтобы под вот это вот отверстие, вот это вот посадочное отверстие, было чуть больше диаметр самого штока, которым будете выбивать, а в него входило. Ну, чтобы полностью по обойме внутренней. И выбейте легко, просто и непринужденно. Все, выбили. После чего мы можем вставить этот ключ свободно со стороны тормозного диска.
И по часовой стрелке, по нормальной, просто откручиваете. Ну как, не просто. За то время, которое я эксплуатировал, он там, ну, не закис, там не было следов ржавчины, было все сухонько, хорошо, отличненько. Но оно было прикручено очень серьезно. Поэтому брал, вот переводил в такое положение и ногой бил по ручке. Будет больше плечо, может у вас больше получится. Пробуйте, старайтесь. Короче, откручивается оно явно так. Резьба здесь не метрическая, как вы можете видеть. Шаг резьбы, не помню, как она называется, но это не метрическая резьба. Так что сидит она хорошо. Вот. После того, как можно ее вкрутить потом, не будет проблем. После того, как вы его выкрутили, у вас вот сам барабан. Чтобы его разобрать, видите, внутри посадочное гнездо. Внутри... телефон еще садится. Посадочная шайба. Где у нас? Вот. Посадочное место под подшипник промышленный. И сама гаечка. Вот эта гаечка. Чтобы ее открутить, вам нужен следующий механизм. Это ключик. Маркировочка TB1018. У меня купленный Тайвань. Ну, производитель Тайвань, куплен здесь. Заказан через Amazon. Он вот таким элементарным образом. Где ж ты тут? Вот он. Вот он садится в свои пазики. И вы скручиваете по часовой стрелочке. По часовой стрелочке. Понятно? Это откручивается. У него обратная резьба. Смотрите, открутить может быть не так просто. Если вы просто засунете сам ключ и без всяких приблуд, такие, как я вот сейчас вам покажу, которые я делал, то он будет у вас срываться. Очень сильно держится. Очень сильно. Ну, там или закисает, или очень... Ну, короче, трындец. Поэтому я взял просто шпильку, на котором держалось колесо. Вот с этой стороны. Оно, в принципе, подходит по диаметру. Здесь тоже. Когда он еще стоял на колесе. То есть, когда еще во втулке стояла вот эта ось, через нее продел. И просто задача ограничить смещение вот этого ключа. Чтобы он не вылетал вверх-вниз. Иначе попробуйте так, 100% оближите вот эти грани. Какие бы они ни были. Придется перетачивать, подтачивать. Это не проблема, но у кого есть гараж. У меня гаража здесь нет. Осталось все дома. Короче, вот таким способом по часовой стрелочке выкручиваете. Сейчас остановлю и продолжу уже, когда выкручу эту гаечку. Выкрутили гаечку. Вот так она выглядит. Видите? У нее внутри как конус для подшипников качения. Ой. Сейчас. Внутри выкрутили шайбочку, точнее гаечку. Она по внутренней резьбе закручивается на саму втулочку. Там у вас будет вот такой набор подшипников, ну естественно. Вытаскиваем, избавляемся от них. Все, избавились. Вот это светленькая серебристого цвета отражающий металл. Это набор проставочных колец. Набор проставочных колец. Дашунь, а ну подержи еще вот так. Дашунь. Да. А так? Только камеру не закрой сам, ладно? Да, вот снимаю вот так. Набор проставочных колец. Опа-на. Вот она. И вот мы добрались, разобрали сам храповый механизм, отделили барабан от вот этой гадости. Вот проставочные кольца. В чем прикол? Когда я его раскрыл, я обалдел. На совершенно новой втулочке, она была нормальная, точнее вот храповом механизме, было вот такое вот проставочное колечко. Оно или было пережато, но, по-моему, оно было просто лишнее.
из завода изначально на новом велосипеде, оно, на мою думку, хлопцы, вона зайва. Это просто колечко, на которое ложатся эти проставочные колечки. Ну и вот сам храповый механизм. По факту вот сам храповый механизм, он был адекватный, нормальный. Это я его уже пытался когда снять, когда не получалось. И не знал, в принципе, почему я видео и снимал, как выкручивать вот эту дрянь. Потому что визуально очень сложно понять, что здесь шестигранник внутри через каретку проходит, и его нужно открутить. И каким образом, если сюда этот шестигранник не пролазит, размера вот этого, который необходим. Ну, как его снять, я вам показал. Вот. Из-за того, что вот это проставочное колечко было лишнее, плюс пережато или деформировано с завода, началось... также шарики были вот на вот этом ложбинке. Не знаю, не помню, как она называется, сейчас не готов сказать, когда на видео снимаю. Группа шариков была здесь, и группа шариков была вот здесь. То есть в нижней... Так держи, Доця. В нижней части и верхней части. То есть, по сути, это обычный храповый механизм. Вот когда он... Ага. Даша, смотри сюда внимательно, пожалуйста. Вот. По сути, группа шариков здесь и группа шариков здесь. Все везде как обычно. То есть, по сути, здесь... Ну, хорошо бы было поставить подшипники на шариковые или игольчатые. Вот, ну, было бы нам на порядок лучше. Вот удлинить чуть-чуть или как-то сместить его в центр барабана, поставить обычный шариковый подшипник промышленный. И это было бы надега на века. Ну, на века. Ну, 10 лет он бы точно откатал. Нет, они пошли опять же с этими подшипниками под конус, которые нужно регулировать и которые вечно бочинятся. Ну, имеем. Короче, в результате смещения оси пострадали собачки, которые цепляются за венец вот этого секторного механизма. Сейчас я вам покажу их ближе. Вот вы можете четко видеть. Сейчас, точнее, постараюсь вам сфокусировать. Лучше, наверное, изнутри. Видите? Весь вот этот секторный механизм, не секторный, а зубчатая часть барабана была уничтожена. Сверху барабан, блин, как новый. Ну, идеально. 1000 километров вообще ни о чем. А вот сам зубчатый сектор был порван, слизан, уничтожен. То есть как-то так. Думайте, в принципе. Все меняется, решается проблема замены самой вот этой вот втулочки. Но это не втулочки, а храпового механизма. Полностью. Тут уже ничего не сделаешь. Отдельно барабан. Поиск после 2 дней поиска в интернете. Ну, не нашел я барабан сам. Только весь в сборе. Спецификации вот этого механизма нету. Поскольку это китайская фуфлыга. Ни один бренд этой не занимается. Я, по крайней мере, не нашел изготовления. Такие, как Shimano, SRAM. Ну, какие там еще есть. Куча. То есть, меняете вот этот механизм. И, в принципе, будет вам счастье. Но из-за вот этого механизма пошла цепь, пошла в разнос кассета, ну и все остальные последствия. Захотите поменять полностью втулку, вот это, как я назвал-то, фунгьонг, блин, забыла, блин, вечно забываю. Шунфэнг. Столкнетесь с проблемой распецовки, плюс посадка диска, тормоза, ну и балансировка. Ну, это не вариант, вообще не вариант. Плюс у меня уже купленные запчасти к ней. Когда выбираете барабан, это вот система Hyperglide HG, так называемая. Вот тут даже расшифрован Hyperglide, да. Лучшее скольжение. Ну, вот эта маркировка. В принципе, сборка в обратном порядке. Но я бы, наверное, на вашем месте после приобретения велосипеда как минимум бы убрал вот это вот проставочное колечко. Отсюда уменьшится люфт в новом велосипеде, потому что люфт был. Я спрашивал у продавца, блин, так тут же люфтит как бы не очень хорошо. Он мне сказал, нет, это нормально, эта система предусматривает скольжение цепи специально для того, что оно должно быть.
Ну, должно быть, но походу не должно быть. Потому что 1100 километров, и вот, пожалуйста. Шарики вот такие маленькие, не знаю, 3 с чем-то, даже, наверное, меньше. Не мерил, неинтересно, менять не буду, играться не буду. Просто куплю новый. Смотрите, как выбрать новый. Смотрите очень внимательно, потому что есть разница в самой длине барабана. Здесь, по-моему, 35 миллиметров. Это на кассету 8-10 звезд. Выбирал такую, потому что я купил себе уже кассету. Как бы не хотелось просрать деньги. А она здесь стоит 23 евро. Высота самого посадочного места. Резьба. Шимано предлагает подобный барабан, но у него уже идет метрическая резьба. Поэтому он сюда просто не сядет. Хотя, по сути, надо было поменять полностью. Но там метрическая резьба. Так что, ребят, как-то так. В принципе, показал основное. Дальше делайте выводы. Ну и поставьте лайк, посмотрим. Если вам зайдет, будем снимать дальше, пробовать. Потому что есть много интересных вещей на этом велосипеде, которые подлежат пересмотру. Все, всем хороших праздников, счастливого Нового года, мира, добра. Счастливо.